Здорово! Давно не виделись. Не переживайте, я это дело не заброшу уж точно. Если уж начал, буду вести дальше, потому что мне это нравится вести YouTube, показывать свои увлечения, рыбалку, такие вот красоты, дикие леса, дальние, полные зверями, волками, медведями, лисами, зайцами, рыси даже есть. Я вот подвигаюсь к озеру. Лодку я кое-как уже протащил, на машине кое-как проехал, дорога так себе. Озеро прикольное. Вот такое вот оно. Вот тут я сегодня буду его изучать. Оно здесь как загубено. И оно растирается вправо и влево. Влево оно уходит где-то на километр. А что находится за той горой, кто там живет конкретно из диких обитателей леса, я расскажу уже в процессе лова. Всем приятного просмотра. Вот выбрал на озеро. Сейчас утро, около 7 утра. Будем пробовать. Ну, первый заброс в этом году. Конечно, запоздал я с открытием сезона. Но, ребят, так получилось. Дела, семья, работа. Все в совокупности. А тут же, если ехать, то не на час, не на два, минимум на полдня. И к тому же то, куда я езжу, тут сначала добраться надо. Дорога занимает минимум час со всем этим. А вот пока первый обитатель. Ух ты. Ну и ладно. Окунек. В принципе, я его и не планировал оставлять. Еще один обитатель местного озера. Кто у нас там? Полосатый. А чё, хороший полосатый. Ой, какой. Таких мы любим. Таких мы берем. Опа. О, какой. Ой, что ты? Думаешь, не фотогеничный? Фотогеничный еще какой. Прямо из-под коряги вылетел. Проверим, есть там еще что-нибудь. Так. Ну-ка. Наверное, всех разогнал, чтоб себе больше досталось. Вот как вот такой вот красотой не любоваться. Просто дикие места. Тишина. Нет ни цивилизации, ни людей. Одно зверье вокруг. И вода такая черная в озере. Сейчас еще, получается, июнь. Кувшинки не распустились. Здесь в августе вот это вот, получается, заводь, она наполовину в кувшинках зарастает. И в лотосах вот эти вот цветки белые. Очень красивое место. А сейчас они поднимаются только. Все эти кувшинки. Вон их даже можно, если присмотреться в воду, то они там в толще, из-под глубины постепенно поднимаются. И вот в них стояла щука тогда. Просто вот куда я бросил, там вот все было вот в этих кувшинках. И в них щуки было много вместе с окунем. Она любит такие места. Ух, щука была, видели, да? Из-под коряги вел. До лодки и не довел. Куснула, получается. Чуть-чуть боднула. И убежала. Ну и ладно. Оно на кончике еще бывает стоит.
Он там на глубине. А я вот не вижу, где там этот сам конец елки находится в воде, на какой глубине. То я мог бы за него зацепиться и потом очень долго и мучительно отцеплять вертушку от таких коряг. Вот какая коряга. По-любому под ней стоит и не одна зубастая. Ах, надо ж мне так кидануть прям в резку. А, вот это вот, блин, и минус коряг. Эти бесконечные зацепы. Ох, ё-моё, я еще и окунем зацепился. Ладно, растяжка такая, буду цепляться. На юге вот, на Кубани, вот такие вот места. Вот, и если их вот, ну, я вот оттуда ваш родом, в Лимане ловишь, и вот такие вот места, где ряска, окна, там по-любому стоит щука. Это просто вот к бабке не ходи. Это было всегда. Кидаешь воблера, и она с краю вылетает. Зубастая. Здесь же на севере совсем другой принцип. Тут такого нету. У нее здесь совсем другие места обитания. Но у меня привычка. Сразу я вижу, вот думаю, ну, по-любому щука есть. Но не тут-то было. Щука совсем другие места здесь любит. Когда на юге, она в таких местах не обитает. Где она обитает здесь. Вот такой вот парадокс. Хотя один и тот же хищник. Смотрите на этот камень. Он как будто скатился и уперся вот в елку уже сухую. И вот он, получается, благодаря ей еще не упал в воду. Такой огромный валун. Елка, вон, она уже по швам вся трещит. Если ее спилить, он просто сюда. Бу-бух. Вот это да. Ты ж съехал он откуда-то. Да, озеро. Красивое озеро очень. Здесь еще остров есть. Такой, ну да, можно сказать остров. Ну, если только слегка полу, потому что там у него его с сушей связывает болото, но там вода. То есть там такой плотной суши нету. Вот эта вот гора, она вот простирается вот выше и уходит в ту сторону. Там просто дикий лес. Дорог туда, можно сказать, нету. Там есть лесовозная, но она настолько древняя, настолько разбита, что по ней и лесовоз не проедет, по сути. 2 года назад мы туда ходили с другом на озеро. Как раз таки оно где-то от этой горы в ту сторону метров 800, наверное, да, вот оно начинается, оно красивое, такое вот топкое. И, как оказалось, там место обитания медведя. Он там живет. Как я это понял, посмотрите видео. Иду я, думаю, что за трава помятая, вон. Прям так идет. И дальше замятая. И тут пух. Мишаня. Шишки всякие. Но не теплые, но свежие. Ой-ой-ой. Где-то тут бродит. Ну мы ж себя ведем шумно. Думаю, у нас еще больше боится, чем его. Там вот капна. О, на березе растет. И вот. Я, конечно, был под впечатлением большим таким, что я попал в каком-то смысле в логово медведя, потому что там было все в его помете, все было там подрано, то есть он там ел вот этот вот репях или что-то вот на мху растет, оно как на шишку похоже, я правда не знаю, ребята, если знаете, вот подскажите, буду признателен, что кто знает, может быть где-то тут сейчас
из-за сосны наблюдает за мной. Они ж любопытные. Если они кого-то учуяли, услышали, они могут долго еще преследовать, ходить, высматривать. И причем человек, по сути, даже может об этом и не знать, что за ним следят. Но есть также слежки, есть разные. Есть просто как любопытство, ну, он как со стороны. Но если он идет вслед, вот это вот уже беда. Тут нужно уже просто уходить, убегать, вот просто все бросать, если он пошел за тобой вслед. Это не дай бог. О, смотрите, а тут когда-то бобер обитал. Такая старенькая хатка, правда. Ну, когда-то в ней жил. Мне вот что-то стало тут интересно половить на удочку, потому что показалось мне, что тут что-то плавает, гоняет мошкару, комариков сверху на воде. Но вот с червями у меня проблема, а вот опарыша я взял. У нас сейчас засуха, поэтому земля сухая. Вчера с лопатой целый огород спахал, можно сказать. Кузьмич! Здесь червей почти нет! И 2 червяка. И то плюнул на них. О, что-то клюет, что-то он. О, господи! Вот это мощь! Наверное, я его на живца пущу. У меня-то с собой есть еще кружки. Ну чего, так как я поймал окуньков небольших, поставлю кружок. Здесь как раз такая вот заводь красивая. У меня всего с собой 3 кружка. Но мне, в принципе, достаточно. Но надо будет, конечно, другие доделать. Просто у меня другие на леске. Я что-то с леской после того случая я не хочу. Ну что у нас тут? Чпоньк. И вот здесь вот его опустить. Опа. И пускай он тут вот плавает, куда захочет. Влево, вправо. Тут я уже для него не хозяин. Эти вот звериные тропа вот с леса приходят, и вот кто-то сюда приходит, пьет воду. Прям отчетливая такая, потоптанная. А другие 2 я планирую поставить здесь. Это конец озера, здесь протока, и где-то 700 метров вон туда идет дальше. Мы туда в прошлом году ходили с дядей Володей, царство ему небесное. Вот мы там неплохо время провели, хорошо. И эта протока соединяет с тем вот, с небольшим озером, маленьким, где мы были, и переходит туда вот дальнее. И вот как раз я сейчас здесь поставлю и там поставлю. Вот тут пускай он и плавает. А я поплыву дальше со спиннингом. Ух ты, нифига себе! Из-под коляги вылетела. Блин, испугала-то как. А ну-ка, повторишь трюк? Блин, у меня сердце в пятки улетело. Но она, наверное, испугалась. И сама испугалась. И я, и она. Что-то там в кувшинках схватило. О, так это полосатый. Хороший полосатый. О, да. Вот это да. Таких мы полосатых любим. Ай, сюда иди. Вот какой. Поначалу подумал щука. Потому что удар прям был серьезный. Вот, дама, вот. Тут, я думал, тут на середине, как обычно, глубина. А я повернулся, а там кувшинки всплывают.
Получается, что там-то и глубины-то по сути и нету. И кинул туда. Ёп! Ну я сам виноват, что прям у края этого окуня держал. Вот так вот. Так что не делайте так. Такого окуня хорошего упустил. А вот и щука, походу, да? Да, это уже щука. Иди сюда. С тобой, как с окунем, я уже не поступлю. Вот и щука первая в этом году. Ой, что-то она вообще побитая. Гляньте. Кто-то ее жрал когда-то. Пытался... Ого, и здесь зубы. Вот зубы. Да. Тут, походу, крокодилы-то плавают. Кто-то ее прям хорошенько пытался пожрать в свое время. Вон, ее в зубах держали поперек. Я такие случаи видел. Когда крупная щука поменьше, поперек вот так вот хватает и держит в зубах. И не отпускает. Она долго с ней стоит, ее цапает, жмет, жвакает. И потом в один момент она ее переворачивает головой вовнутрь в пасть. Вот так вот. Так, погоди, я тебя жрать еще не собрался. И вот так вот ее съедает. Этой повезло в свое время. Но не повезло сейчас. О, что у нас тут? Полосатый здесь у нас. А вот окунь местного разлива. Вот эти вот кувшинки я все хочу обкидать хорошо, потому что все-таки здесь был окунь, которого я тут оставил по своей глупости. И взял я тут все-таки щуку. Не думаю, что они тут вдвоем только жили. Тут, видать, глубина для них благоприятная. Родник, возможно, бьет из-под земли. От чего поднимает муть, плавает малек. Есть малек, есть хищник рядом. Ух ты, ёпа! Это что было-то? Вот это вот у меня спиннинг болтануло. Ух ты, у меня аж мурашки по коже пошли. Так, это что у нас, окунь что ли такой сильный? О, ну гляньте, что. Это щука. Такая злая. Вот, блин, она ж испугала меня. Иди сюда. Опа. Вроде небольшая, а дури-то столько. Обалдеть. Вот такая вот. Смотрите, тоже когда-то, когда малая была, кто-то ее грыз. Кто-то, короче, блин, и, возможно, не один, ваш тут кушает. Выживая только сильнейшие. Вот и добрался я до обеда. Высадился на том острове, о котором рассказывал. Сегодня у меня, кстати, обед такой насыщенный. Это помидорка, сало, чесночок, хлебушек и, конечно же, чай на сухофруктах. Как же без него? Ну, согласитесь, какая красота, да, вот. Всегда вот. И не могу насытиться вот всегда вот такой вот красотой. Я растворяюсь в ней. В этом лесу, озере. Даже красота. Было бы даже неплохо, то что так как это место такое дикое, дальнее, даже тут и какую-нибудь землянку забахать было бы неплохо. Но к тому, что никто здесь и не обнаружил. Если все грамотно сделать. Кстати, вот по той дороге, что я ехал, по следам, я этого года следы не нашел.
И, кстати, о землянках, что я заговорил. Есть у меня напарник, он как раз таки этим делом занимается, у него чисто канал о землянках. Вот советую его, ссылочка будет вот здесь. Парень молодец, развивается, все время работает над контентом. И вот он сейчас как раз ищет место под землянку. Канал называется «Лесной гость». Так что переходите, смотрите. Если что, привет передавайте от меня. А мы будем трапезничать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Покажу краткий курс по острову, на который я высадился пообедать. Вон моя лодка, непосредственно озеро, вдаль уходящее. И вот оно, такой вот он. Там видите, как болото. А тут вот все уже озеро. Это по сути не земля, это скала. Вот я иду, где болото. Вот оно. Вот этот вот отрезок соединяет с сушей этот берег. Что там протока, здесь протока. Такое место, кстати, вот, чтобы сюда с компанией приехать с ночевкой. Тут кто-то, видно, уже когда-то давно приезжал, поставил вот такие вот брусья. Наверное, какая-то лежанка, наверное, от этого была. Вот так вот, вот так вот. И внизу спали. Не знаю. Но место очень красивое. И вот здесь край. Не булькну с плеча. О, утки. Гляньте, полетели. Тут в такой природе и года к жизни прибавляются. Надо плыть, проверять, снимать кружки. Ну, откидаю там пару заводей. Кто у нас тут? Окунь. Ну, хороший окунь. Ох, какой полосатый-то. Да? Ну, окуньки в этом озере прям радуют. Мощные. Он, получается, в аккурат из-под коряги выскочил. Так, ну вот он первый. Забился. Кто ты там? Под корягу спрятался, друг мой. Ну да, вон как спрятался. Кто его там увидит-то? Никакая зубастая не увидит его там. Конечно. Фу ты, ё-моё. Второй тоже спрятался, забурился. Их хоть привязывай. Он в траву еще ушел. Конечно, кто тебя там найдет, чтоб скушать? Плыви. Должен выжить. Ай, не упустил. Это все. Прокидал я на обратном пути еще немножко. Ну, уже затишь. Уже время обеденное, можно сказать, по часам. Полдень. Рыба ушла на полдник, так сказать, до вечера. И я уже решил собираться домой. Вот я тут на берегу причалил. Тут вот мой выход. И по лесу еще идти достаточно к машине. Вот. Как-то так, рыбалка по улову. В принципе, я скажу, неплохо. И полосатые, две щучки. Один, конечно, окунь хороший ушел. Как ушел? Я его упустил. Ну ничего, пускай подрастает. Потом вернусь. Ну, как-то так вот. Всем спасибо за просмотр.
Рад буду вашей подписке, комментарии. Мне любой комментарий важен, я отвечаю на все. Еще раз спасибо вам. Всем пока. Вот по такой дороге вот я еду. Это, можно сказать, выехал на трассу. И вот тут, смотрите, наверное, впервые я вижу вот такое вот явление, чтобы такое количество бабочек было на одном маленьком месте. Гляньте. Красота какая. Вон их сколько. Тут что-то вкусное. Смотрите, они возвращаются все на место. Будут мне их объехать аккуратно. Надо же так.